Что делать, если вас предали? Это важный вопрос, потому что предательство всегда запускает кризис доверия и утрату веры в то, что я могу выстроить подобного рода отношения. Вот в каких отношениях тебя предали, в такие отношения ты перестаешь верить. То есть отношения мужчина-женщина, в такие отношения не веришь. Там, с друзьями отношения с бизнес-партнерами. Тут очень важно понять, что делать, когда тебя предали, как реагировать. И сегодня в этом видео мы об этом и поговорим. Мы с вами разберем 5 этапов. И я для каждого этапа дам небольшие рекомендации, что в этот момент можно делать, чтобы пережить предательства. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о том, что делать, если тебе предали, как пережить предательство, как вернуть веру в себя. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. И первое, что нужно знать, это что предательство это всегда удар по доверию и вашей самооценке. Вам нужно принять свою боль и дать себе время. Не нужно стараться быть сильным, потому что часто люди думают так, вот меня и так уже предали, мне и так плохо, надо как-то держаться молодцом и показывать, что у меня вроде как все хорошо. Вам важно позволить себе такие эмоции, как злость, растерянность, не знаю, слезы, чтобы вы это не подавляли. Потому что если эти эмоции не отреагируются, если вы их подавляете, то они потом подавленные чуть позже будут проявляться в тревоге, таком недоверии и общей подозрительности. То есть когда эмоция прямо ярко, так сказать, не рождена, она остается, как, знаете, такой не взорвавшийся вулкан. То есть она такая не совсем ясная, и по сути это же есть эта тревога. Чувство какой-то вообще неясной опасности, которая вообще со всех сторон как будто бы проистекает. Такие короткие рекомендации по этому поводу. Это, во-первых, ведите дневник, потому что так вы можете как-то излагать свои переживания в бумаге, делиться с ней, и таким образом эмоционально отреагировать. И не вините себя за уязвимость, потому что часто бывает так, что человека предали, и он думает, что это вроде я виноват, что со мной так произошло. Не нужно заниматься victim-blaming, то есть обвинением жертвы. Вторая важная вещь, вам нужно отделить этот поступок предательства от собственной ценности. То, что человек сделал, больше говорит о человеке, чем о вас. Вспоминайте всегда эту поговорку, что то, что Петр говорит о Павле, больше говорит о Петре, чем о Павле. То есть то, что человек вас предал, это говорит о том, что он ненадежный, а не то, что вы такой человек, с которым так можно, человек, которого стоит предавать. Эти вещи очень важно отделить. Потому что предательство часто запускает эти бедственные такие установки, что меня никто не любит, и, наверное, я заслужу, чтобы со мной так обращались, я нехороший человек и так далее. Эти все сомнения, такие, знаете, стенания из детства, они все активизируются, когда нас предают, потому что мы находимся в таком эмоциональном раздрае. Важно это замечать, и чтобы чужое предательство не обесценивало вас. И для этой фазы такие микрорекомендации. Это первое, напишите себе письмо поддержки, а второе, представьте, что подобная ситуация случилась с вашим каким-то близким или другом, что бы вы ему посоветовали. Просто подумайте, посмотрите на себя со стороны. Третья важная вещь, это вам нужно проанализировать вообще всю ситуацию, которая случилась, и не застревать в ней. То есть вам нужно ее проанализировать, чтобы постоянно не накручивать себе, чтобы постоянно в этом не вариться, нужно один раз ее рационально как-то разложить. То есть вспомните, где были красные флажки, когда они появились. Подумайте, была ли созависимость в ваших отношениях, что это говорит о вас, вы склонны вообще к созависимости или нет. И вспомните, что вас держало в этой связи. То есть если вы вспоминаете, что красные флажки появились через месяц после начала отношений, то что тогда меня держало в этих отношениях весь остальной год. И мини-рекомендации для этой стадии, это подумайте, что вы можете вынести из этой ситуации, когда вы ее проанализировали, и не ищите здесь свою вину, ищите здесь урок. То есть к этому этапу относитесь как к работе над ошибками. Четвертая важная вещь, которую нужно сделать, это нужно установить границы с человеком, который вас предал. Понятно, что если это предательство уровня в начале отношений измена, то там, скорее всего, уже границ никаких и не будет. Но часто же бывает так, что нас предают близкие люди, и это предательство бывает не уровня измены, воровства или еще чего-то такого. А бывает так, что, скажем, ты с близким человеком договорился провести праздник, а, скажем, он или она поехала к родителям проводить. И тебе, по сути, такое предательство. То есть здесь может возникнуть кризис доверия. В таком случае важно, даже если это близкий человек, с которым ты все равно находишься в отношениях, простроить границы. Важно понимать, что не всегда нужно воевать и мстить. Иногда просто то, что ты выставляешь границы, оно само по себе дальше закладывает такой базис хороший для выстраивания, более экологичных отношений, где тебе будет просто сложнее предать. И важно понимать, что тот кризис доверия, который у тебя есть, это не твоя какая-то проблема в плане, что ты какой-то больной. Это нормальная ситуация, когда человека предают, то я больше не доверяю тому человеку, которого я вчера еще доверял, а сегодня это доверие он нарушил, и доверие автоматически не возникает. Чтобы доверие вернулось, необходимо определенное время и определенное количество таких ясных, последовательных поступков, когда человек говорит то, что
что говорит, то и делает, и ты, получается, это как бы доверие, оно тебе возвращается. Ну и такие микрорекомендации, это, во-первых, если вы понимаете, что вы не готовы к общению, то скажите об этом честно, чтобы не было такого, что вы в такой пассивной агрессии как бы с человеком, ну вроде как формально общаетесь, но такой держите обиду, потому что это, ну как бы выходит, что вы постоянно находитесь в позиции жертвы. Ну и с другой стороны, другому человеку не позволяйте, чтобы он, так сказать, проехал и замял ситуацию, потому что бывает так, что человек тебя предал. Опять же, если вы вот как-то взяли, вот обиделись и ведете себя так пассивно-агрессивно, то другой человек может начать, как будто бы так замеряя ситуацию, делать вид, что ничего не было. То есть он не попросил прощения, не объяснился, он, не знаю, ну вроде как вот делает вид, что мы обнуляемся, и вот все, что было, это ну как будто бы просто такой сбой связи был. Я как раз сейчас провожу курс про отношения, где мы работаем над тем, как понять, что ты находишься в разрушительных отношениях, как из них выйти и как восстановиться, как раз в тему видео. Поэтому, если вам интересно, под видео будет ссылка на курс, посмотрите, если вам интересно, то присоединяйтесь. Пятая вещь или пятая стадия – это восстановление доверия к себе и к миру. Вам главное не потерять веру в себя и возможность построения новых отношений. Вам нужно понимать, что предательство – это не конец истории, это точка обнуления. И с опытом, ну таким часто вот очень непростым, который эмоционально тяжело перенести, приходит понимание, кому можно доверять и кому нельзя. Ну и рекомендации здесь такие. Это вспомните на этом этапе людей, которые были вам верны. То есть вспомните положительный опыт, который у вас наверняка есть. И окружайте себя поддержкой, а не сомнениями. То есть имеется в виду, что очень важно, чтобы вокруг вас были люди, ну или вы были вовлечены в какие-то вот процессы, которые добавляют вам поддержки, добавляют уверенности, добавляют какой-то ну, такой ясности, надежности и прозрачности. А не общайтесь с людьми, которые... Ну, у нас всегда в общении есть люди, которые такие, ну, так сказать, мутноватые, в смысле, что они непрозрачные. Вот старайтесь, чтобы, особенно после предательства, около вас было поменьше таких вот ненадежных людей. Если вы узнаете себя в этом видео, но понимаете, что вот самостоятельно там или с помощью этих рекомендаций вы не можете выйти, потому что, ну, предположим, предательство было каким-то серьезным, вы как-то очень тяжело это переживаете, можете записаться ко мне на личную консультацию. Под видео есть ссылки на соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся. Нужно понимать, что неразрешимых проблем нет, есть проблемы, которые так и не начали разрешать. Ну и важно понимать, что если вас предали, то вы не обязаны прощать. Особенно если человек не попросил прощения. Есть такая библейская вот истина, что нет прощения без покаяния. Действительно, в психологии также работает. Чтобы ты человека простил, он прежде должен попросить прощения, покаяться. Если, например, человек не видит своей вины, то ты вообще не можешь его самопростить. Это вообще невозможно. Также вы не обязаны исцеляться. То есть часто, когда человека предали, он чувствует себя таким раздавленным, и вот ему кажется, что он должен немедленно как-то вот и того человека простить, даже если он прощения не просит, и сам как-то вот держаться, так сказать, не раскисать. Но вот если вам плохо, то вы никому не обязаны из этого предательства выходить как бы вот просто на следующий день. И помните, что предательство это не ваша вина. То есть, собственно, предательство, независимо от контекста отношений, вот этот акт совершил другой человек. И для вас это всего лишь проверка того, насколько вы можете быть собственным лучшим другом, насколько вы выбираете свою сторону, а не сторону окружающих. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своей историей того, как, возможно, вас когда-то предавали, если, конечно, для вас это безопасно в публичном пространстве о таком делиться. Но вот часто под моими видео подписчики делятся своим опытом, и там возникает такая вот какая-то дискуссия, и под каждым видео есть такой как бы мини-форум из комментариев. Поэтому тоже вот как бы не упускайте такой шанс, как-то вот немножко, если даже не будете делиться, просто зайдите в комментарии, почитайте. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.